Приветствую вас, уважаемые розоводы, на моем канале. В последнее время я отдаю предпочтение розам, выращенным в южных странах. Я обратила свое внимание на питомник Барни. Питомник Барни был основан в 1882 году в Италии, в провинции Тоскания. Роза Вивиан Вествуд посвящена одному из величайших стилистов английской моды. Она выделяется своими очень махровыми и элегантными цветами, а также двухцветным абрикосово-оранжевым и лососево-розовым оттенками, которые в начальном контрасте в бутоне имеют тенденцию гармонично сливаться, когда цветы распускаются. Прямостоячее здоровое растение, повторно цветущее до поздней осени. Высота куста этой розы 80 см, ширина 60 см, диаметр цветка 8-10 см. Сейчас вы видите две розы Вивиан Вествуд и Августа Луиза в окружении гипсофилы. Я показываю их для того, чтобы вы могли сравнить бутоны этой розы. Вот чайно-гибридная роза Августа Луиза имеет вот такой бутон в раскрытии гармошкой. Не очень похож на чайно-гибридную розу. А бутон же розы Вивиан Вествуд – это самый настоящий бутон классической чайно-гибридной розы. У розы имеется запах, но запах у розы очень слабый. Эта роза способна украсить ваш сад. У нее очень красивое и долгое цветение. Сейчас вы видите розу от Кордес, которую Кордес вывел в 2019 году. Лавли Йо-Йо – это роза патио. Сажая розы в своем саду, я никогда не обращала внимания на розы патио. Я считала, что они маленькие, не могут украсить наш сад, и эту розу я получила в подарок. После чего я полностью изменила мнение об этих розах. Роза очень красивая, имеет цвет слоновой кости. Соцветия у нее туго набитые. Бутон у нее распускается очень медленно. Вот сейчас она стоит в лучах заходящего солнца, имеет такой красивейший цвет. Если стоит пасмурная погода, эта роза будет иметь один цвет, на солнце будет иметь другой цвет. Очень красивая роза. Также ее можно назвать зеленой розой, поскольку когда она начинает расцветать, на лепестках присутствует зеленый цвет у этой розы. Цветы на бутон держатся очень-очень долго. Роза запаха не имеет. Высота розы до 60 сантиметров. Розы патио были выделены в конце прошлого века из группы роз Флорибунда. И они отличаются от розы Флорибунда лишь тем, что высота их не превышает 60 сантиметров. Сейчас вы видите, какие красивые цвета появляются у этой розы. Вот эти бутоны розы стоят уже месяц. После этого появляется такой цвет у розы, роза хамелеон. В этом году я приобрела еще две розы патио под впечатлением от этой розы. Стебли у розы прямостоячие, очень туго набитые бутоны держатся прекрасно на этих стеблях, не ломаются ни дождем, ни ветром. На солнце роза не выгорает абсолютно. Вот сейчас вы видите, это конец сентября, цветет роза. Некоторые бутоны начинают раскрываться. Все бутоны, абсолютно все, держатся на кустике этой розы и имеют презентабельный вид до того, пока вы их срежете. Вот эти соцветия в таком виде я срезала у розы уже в начале октября. Многие розоводы мне писали, что вы показываете розу не того сорта. Нет, это роза этого сорта, только она, вот такая роза хамелеон, способна удивить любого розовода. Очень необычная флорибунда Blueberry Hill, вывел ее Том Каруч в 1997 году, питомник Викс. Это роза-американка. Розы этого питомника, по моим наблюдениям, имеют очень хорошие качества, такие как
сопротивляемость к заболеваниям, они морозоустойчивы. Также они не выгорают на солнце и не плавятся на солнце и не страдают от дождя. Именно такая роза Blueberry Hill. У нее очень красивые лавандовые лепестки, которые не портятся на солнце. Она имеет пышные красивые соцветия. Бутон у нее имеет, видите, какие изогнутые лепесточки красивые у нее. Необычная красивейшая роза. Высота розы будет достигать 90-130 сантиметров, ширина 60-90. Это будет не маленькая розочка. Она находится у меня первый год. Нарастала роза очень медленно. Все розы питомника Викс, они вот имеют такую предрасположенность. У меня еще несколько таких розочек, и они у меня нарастают медленно, но потом показывают всю свою красоту, как эта роза. Соцветия у розы пышно набитые, видите, какие огромные красивые соцветия. Красивый очень лист у этой розы. Замечательная роза. Тоже рекомендую вам всем розоводу эту розу. Следующую розу, которую вы сейчас видите, это кустовая роза Domaine des Saints Jacques du Colombriot. Ее создал французский гибридизатор Массад в 2015 году. Мало кто знает, что Массад – это внук Пьера Гийо, основателя питомника розы Гийо, которая уже существует 6 поколений. Специализация на селекции кустовых роз со старинной формой цветка позволила Доминику Массаду создать серию роз «Роза Дженероза», что в переводе означает «щедрая роза». Эти розы, как и английские розы, происходят от скрещивания старинных ароматных роз и современных, цветущих более часто и обильно, устойчивых к заболеваниям роз. В результате роза Дженероза имеют все необходимые качества: аромат, хорошую энергию роста, обильное цветение и восхитительный цвет. Также Доминик Массад большое значение придает форме розовых кустов, считая, что они должны смотреться в ландшафте без дополнительного вмешательства человека. Именно такой розой является роза Domaine des Saints Jacques du Colombriot. Эта роза растет в моем саду первый год. Поскольку она нарастила прекрасные стебли, я дала ей цвести. Сейчас вы наблюдаете первое цветение этой розы. У нее большие шапки цветов, в соцветиях 6-7 цветов, диаметр цветка у розы в среднем 8 сантиметров. Цветы стоят очень долго, раскрываются постепенно. Здесь вы видите цветы в жаркую погоду, доцветают соцветия уже. Когда роза стоит в жаркую погоду, она раскрывается в плоское блюдце. Цветовая гамма у этой розы очень сложная и красивая. Одновременно в ней присутствует сразу несколько цветов, которые к тому же меняются по мере распускания бутона. Форма самого цветка старинная, густомахровая, полное очарование. Эта роза однозначно украсит ваш сад. У розы при распускании бутон классической чайно-гибридной розы. Вы успеете полюбоваться и таким бутоном. В окружении своих плотно набитых бутонов раскрывающиеся бутоны этой розы производят очень хорошее впечатление. Красивая роза. Эта французская роза будет достойным украшением вашего сада. Сейчас вы видите флорибунду Dolce Vita 1. Чем поразила меня эта роза? Эта флорибунда, цветет она в течение месяца, не менее. Она очень-очень долго держит цветок. Причем цветы у нее остаются красивой формы, они не реагируют ни на дождь, выгорают они очень медленно, эти цветы. Цвет у нее оранжево-пудровый цвет, такой запыленный оранжевый цвет.
Красивый цвет у розы. Набитость цветка средняя, диаметр цветка 8 сантиметров у этой розы. Но вот чем она поразила меня? Тем, что она очень долго стоит. Цветы раскрываются у нее очень-очень медленно, стоят долго в бутонах. Цвет у розы тоже очень красивый. Золотисто-абрикосовый цвет у розочки. Но будет маленькой, небольшой флорибундочкой. Размер куста небольшой. Она не относится к розам патио, потому что заявляется она высотой 70 сантиметров, эта роза. Миленькая розочка. Но вот то, что флорибунда держит столько цветок, Дельбар молодец, добился такого. Это первая флорибунда, которая у меня так долго держит цветок. Сейчас вы видите прекраснейшую розу Розенфацнацион, флорибунду от Кордес. Я показала вам все розы мои, эти, которые посажены в позапрошлом году. Так они уже успешно и красиво цветут. Если вам понравился ролик, поставьте мне, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии. Я всегда рада встрече с вами. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.